И привет, народ! Снова по анимешкам. Сегодня мы вернемся в нулевые. Времена, когда мороженое стоило по 15 рублей. У меня мороженое. На обычных телеканалах после школы крутили мультфильмы. Наравне с ними были и аниме-сериалы. Нам, конечно, без разницы было, что смотреть, но японские произведения выделялись более красивой анимацией и залихватским сюжетом. Одним из таких сериалов является «Бродяга Кенсин». Кто? Однако, по классике, завезенный к нам из США и названный «Самурай X». Любили тогда X пихать в название. Мегамен X, Соник X, Люди X. Но, как водится, начнем издалека. Можно было бы начать более детальный разбор мангаки, его произведений и досконального разбора Кенсина, но не тот формат. Хотите подробнее? Если ролик наберет хотя бы 100 лайков, тогда можно. Но я знаю, вы не справитесь, у вас столько не наберется. Прежде всего, я хочу напомнить про сию прекрасную работу и заодно заложить в вас интерес посмотреть, почитать, если еще не. Создал это чудо в 1994-м Нобухиро Цуки. Не ругайте, что так имя произношу. Дубляж СТС сильно испортил восприятие. Кенсин стал его главным произведением, ибо по классике другие работы спросом не пользовались. Но в отличие от Киминори Вакасуги, экранизировали не только его. Правда, сериалы известностью особо не блещут. Это «Алхимическое оружие» или «Бусо Ранкин» и «Эндрайт». Про оба сериала не слышал, да и вы, думаю, тоже. Манга до сих пор входит в десятку самой популярной сёнэн манги за все годы существования Сёнэн Джампа. Потому что все лучшее выходит из Сёнэн Джампа. В 1996-м вышла аниме-адаптация. Поставил ее Кадзухиро Фурухаси, режиссер Hunter x Hunter 99 года, Дороро 2019 и Spy X Family. Сам сериал делали две студии на пару. Студия Дин и Гэллоп. Первая породила много известных тайтлов, среди них культовые несносные пришельцы, Когда плачут цикады 2006-го, первая экранизация вселенной Fate, а именно Stay Night. Сейчас их больше знают по неудачному третьему сезону «Семи смертных грехов» и Коносубе. Студия Галоп больше занималась продолжением Yu-Gi-Oh! И делала первую стадию Инициала D. Теперь уже непосредственно про Кенсина. О чем же аниме? В этот раз только про аниме, до манги руки не дошли. Условия те же, 100 лайков и разберем поподробней. События происходят в период реставрации Мэйдзи. По-нашему это примерно с 1868 года. Тогда Япония вышла из многолетнего застоя и своего средневековья. Самураев упразднили, а власть передали обратно императору. Примерно в эту же эпоху происходят события Гинтамы, только там все провернули пришельцы. И вот одним из участников реставрации был хладнокровный Кенси Химура, известный также как Хитакири Батусай. Пережив упразднение, а самураев в основном убивали, стал жить как простой бродяга или странник. В оригинальном названии фигурирует придуманное мангакой слово «рюроуни», вроде как гибрид слов «ронин» и «странник». Судьба сводит его с Каору Камии путем стандартного нападения местных бандитов. Впоследствии Кенсин находит как новых друзей, так и новых врагов, но чаще старых. Сам Кенсин человек простодушный, точнее активно им притворяется. В трудную минуту он всегда готов обнажить образ самурая из фильмов Акиры Куросавы. Одна из вещей, что притягивает данную работу к себе. Она хорошо работает с тропами самурайского боевика, но легко переключается в другой настрой, если того требует ситуация. Бродяга Кенсин хорошо совмещает в себе элементы комедии, романтики, боевика и повседневности. Частично за это спасибо именно режиссеру, ибо он хорошо показывает похожие моменты переключения в Spy X Family. В произведении присутствуют как классические темы с боевыми стилями, конкретно стилями боя на мечах. От повседневки тайтл перенял приятную рутину, за счет которой персонажи раскрываются. Химура хоть и сильный в бою, но дома его активно шпыняет Каору по домашним делам. И не только его. От романтики Кенсин умудрился перенять любовный треугольник и открытые взаимоотношения между персонажами. В отличие от многих современных, да и старых, герой ломает стереотипы героя жанра. Выглядит он молодо, но ему 29. Он не стремится стать сильнее, чтобы просто им стать. Эта прерогатива передалась его друзьям, но о них позже. Но если необходимость возникает, то, конечно, он будет тренироваться. Правда, за сериал это происходит только один раз. Может, два. Что добавляет баллов Кенсину, ибо он не всесильный хорошенько получить по макушке способен. Особенно при том, что противники с радостью пользуются новейшими для своей страны технологиями типа огнестрела и пулеметов.
Злодеев в сериале встречается много, но самым выделяющимся на их фоне является Макото Шишио и его организация Джупон Гатана. Данный человек был казнен, но умудрился выжить ценой собственной кожи, потому и ходит в бинтах. Это сильно влияет на терморегуляцию его организма, ибо потеть он перестал. Подкупает своей харизмой, но безжалостно живет по принципу «сильные съедают слабых». С таким планом он и намерился устроить переворот. Будучи лишенным кожи, сражаться не разучился, а в мастерстве даже Кенсин ему не ровня. Но ведь для этого и нужны товарищи. Бить вражину вместе. В первой половине сериала Каору Камия активно помогает с недругами, но в арках с Джупон Гатана уходит на фон и ждет своего возлюбленного. Девочка почти в одиночку содержит дадзё, практикуя не самый популярный стиль Камия Касин. Тоже ломает шаблоны типичного любовного интереса, ибо и сама способна дать сдачи, пусть и не всегда. Камия Касин все-таки защитная техника. Любовь между ней и Кенси возникает не сразу, но и не скажу, что прям постепенно. Возможно, в манге это лучше показано. Санасуки Сагара и Яхико Мёдзин. Вот в ком сосредоточили штампы классических сюненов. Оба в свободное время на приколе. Один отыгрывает бомжару, которому лишь бы подраться. Второй типичного юнца, грызающегося на девочек. Сагара старается стать сильнее, чтобы не только помогать, но и просто, чтобы быть сильнее. Несмотря на дружбу Кенси и Ко, нынешний режим не поддерживает. Но чувак с золотым сердцем. Бывает вспыльчив, обожает драки. Одному из мощных приемов впоследствии его научит один из Джупон Гатана. Яхико начинал как воришка, но после спасения от якудза становится учеником Каору, чтобы стать таким как Кенси. Мелкий непоседа от типичного героя жанра перенял молодость и пару штампов типа юношеской глупости и стремления к великому. Не самые плохие качества, но в данном жанре уже подбешивают. Потому здесь он и на второстепенной роли. Мегуми Такани. Дочь известного доктора, уверенно идущая по стопам отца. Также была спасена Кенси от беды и стала надежным товарищем, пусть и не в бою. Ребятам помогает преимущественно в лечении, и родной город не покидает, из-за чего складывается впечатление, что она персонаж чуть выше массовки. Поначалу и автор манги так утверждал, но потом признал, что слишком уж сильно она им помогала. Характер схож с одним из ее прозвищ – Лисица. Хитрая, ехидная и кокетливая. По натуре хотела завоевать Химуру, но в итоге уступила его Каору. Последняя все равно помучилась, ибо Кенси не особо о таком и думал. В арке с Джупон Гатана присоединился Хаджима Сайта, персонаж, которого проще описать как антигероя, ибо у него свои понятия о справедливости. Не способен на жадность к врагу, считает, что зло должно быть уничтожено, на чьей бы стороне оно не было. Один из немногих в сериале основан на реально существовавшем самурае эпохи Эдо. При первой встрече воспринимается как негодяй, но становится достойным членом команды, ибо Шишио представляет реальную угрозу. На пути героям встречаются поборники справедливости Онивабан Сю, вроде правильно назвал, которые также помогают, начиная с арки Киото. Ее глава, Мисао Макимачи, на долгое время становится участником событий. Жизнерадостная девчушка, упорно занимающаяся искусством ниндзя, несмотря на наставление выйти замуж. И плюс сердечко уже отдано одному человеку. По виду ля-ля-лалёй, на деле ей 16, что в Мэйдзи вполне взрослая мадама. Вацуки рассказал, что специально ее так рисовал. Также не раз говорил, что Мисао его любимый персонаж и будто живая и не зависит от его решений. Но чувствовал, что не смог полностью передать образ сильной, самостоятельной женщины. А Мегуми и Каору такие, ну да, пошли мы нахер. Можно, конечно, понять, с чего такое могло казаться. В некоторых случаях эмоции берут над ней верх, и решения принимаются не женщиной, а девочкой. Однако, мне кажется, ей просто не хватило экранного времени, чтобы раскрыться. Даже антагонисты прописаны хорошо. Джупон Гатана не состоит из пеших головорезов. Шишио помогают вполне целостные личности со своей предысторией. Аоши Синамори – тот, кому Мисао отдала сердечко. Не совсем член Джупон Гатана. Просто человек, обиженный на Кенси за смерть своих подчиненных, которую мы застаем в сериале лично. Персонаж метается из стороны в сторону, он будто сам по себе. Ведет себя почти как типичный эмо-эджи, но с достоинством. Анджи Юкудзан, буддийский монах-воин, ненавидит нынешнее правительство за антибуддийские чистки, которые коснулись его самого. Он потерял дома 5 детей-сирот, о которых заботился в храме. Жестокости избегает, милосерденно спокоен, как и подобает монаху. Именно он обучался Насуке особым техникам. Ходжи Сададжима,
Один из наиболее приближенных Шишио, занимался преимущественно организационной деятельностью, так как не боец, а бывший чиновник. Истинный патриот своей страны, перешел на сторону Шишио, потому что не верит, что новое правительство способно контролировать страну. Также является любимым персонажем Вацуки. Юми Камагата, бывшая куртизанка, присоединилась из-за отношения нового правительства к проституции. Полюбила Шишио, и чувства не остались без ответа. Была верна ему до самого конца. В отличие от Мегуми, не такая кокетливая и очень переживала за состояние Шишио. Вацуки рисовал ее, ориентируясь на Мориган Эрнсланд из Darkstalkers. Уверен, вы натыкались на ее арты в различных имиджбордах. Сойджиро Сета, правая рука Шишио, молодой убийца без эмоций. В детстве вся его семейка мешала с говном и запрягала по всякой мелочи, поскольку он был внебрачным ребенком. Мальчик принимал на себя весь негатив, пока однажды ему не повстречался израненный Шишио. Сойджиро помог чем смог и в долгу не остался. Семейка пыталась убить парня, но полегла от его рук. Отсюда и психологическая травма, лишившая пацаненка эмоций. На публике он всегда вежлив и холоден даже во время убийств. Ну и на десерт Камагари Ханзё. Это простенький персонаж, но благодаря нашим локализаторам сменил пол. Если в нашем дубляже это девушка, то в оригинале это настоящий мужик. Короче, СТС нас всех в ловушку поймал. Тоже влюблен в Шишио и совершенствуется, чтобы стать таким, как он. Остальные персонажи в основном эпизодические. Не безинтересные, но уверен, лично с ними познакомиться будет лучше, чем из моих уст. Раз про смену пола в локализации заговорил, озвучка! Начну с дубляжа, ибо по классике людей мало. 2 мужских и 2 женских. На детских голосах уверенно выступает Ольга Сирина. Ее вы могли слышать в первых 3 фильмах о Гарри Поттере в роли Рона Уизли. Также она частенько озвучивала Холли Берри и других темнокожих актрис. Ах да, еще Электру Начос в «Сорвиголове» и «Сольнике». Про Наруто вообще молчу. Ну и что? Все равно дома у меня никого нет. На взрослых и серьезных мадамах Людмила Ильина, режиссер дубляжа, организовала дубляж всех мульт-черепах-ниндзя, начиная с 2003 года, а также голос профессора МакГонагал. Скажите, почему, когда что-нибудь происходит, вы трое всегда рядом? Хельги Патаки из Арнольда, Велмы из Скуби-Ду и Эйприл из черепашек 80-х. Короче, она участвовала в дубляже всех анимационных черепах. На мужских ролях неподражаемый Олег Куценко и Дмитрий Филимонов. Второй в представлении не нуждается. Красный ММДэмс, дедули из «Приключения Джеки Чана», Эгман, Наклз, Шэдоу, сейчас всех персонажей Соника перечислю. Хе-хе. Куценко — это прежде всего голос Бэтмена из мультсериала 90-х. В отличие от других проектов, здесь оба умудряются хорошо выкладываться. Если Филимонов периодически выдавал свой стандартный набор из интонаций в других проектах, то здесь он прямо от души звучал. С Куценко примерно так же, но вы и так часто его слышите в кино. Теперь об оригинальных голосах. Основной голос Кенсина женский. Это уже классика, когда героя сюнэна озвучивает женщина. Гоку вон вообще бабулька озвучила. Итак, Майо Судзукадзе. К сожалению, на этом ее деятельность заканчивается, так как она театральная актриса. Голос Каору Мики Фуджитани, которая озвучивала только Чун-Ли в аниме по Street Fighter, а в основном она киноактриса. Чуть не везет не на актеров озвучки. А вот Санасуки — это уже знакомый нам Юдзи Уэда, голос Краузера. Но добавлю парочку голосов для разнообразия. Помимо тех, кого я озвучил в прошлом ролике, он также озвучил Такеши, он же Брок из старой версии покемонов, именно та, которую в детстве мы смотрели. Сторожевая псина из Ван Панчмана, а еще Кек, он озвучивал Осмозиса Джонса в мультсериале Ози и Дрикс. Яхика озвучивала Мина Таминага, голос Лин из Кулака Северной Звезды и Ластель из Навсекая из Долины Ветров. У Сайта голос поинтересней. Это Хиротака Судзуоки, голос Кокёина на Риаки из Авашек 90-х пожоже. Также он комментатор мирового турнира и Теншин Хан из Драконьего Жемчуга. А еще он много дублировал Тома Круза, Джона Траволту и Мела Гибсона. Катамари Ханзё тоже упомяну, так как это первая роль Джунка Такеучи. Впоследствии она озвучит Саба в One Piece, Гон Фрикса в Hunter x Hunter и станет постоянным голосом Наруто Удзумаки. У Шишио из голоса интересен только английский вариант, ведь там его озвучивал Стив Блюм, голос анимационного Росомахи. Остальные по классике малоинтересные вам будут. Теперь немножко о локализации. У нас сериал пришел в обрезанном виде из Америки и назывался уже Самурай X. Вроде и тупо, вроде и шрам у Кенси на щеке в форме икса.
Также подверглись изменениям и их имена. По классике, чтобы убрать японское и чтобы было проще имена произносить. Если Кенсина на Кенси менять это еще окей, как сокращение, то дальше веселее. Каору теперь Кори, Яхика вообще стал Йоси. Зачем? Почему? Никто не знает. Как Сойджера стал Суджира, можно понять. Как из Сайта, что стал Сато. Американский перевод не пришелся по душе в США, и права перепродали другой компании. Название оставили, но кое-как диалоги исправили. И на десерт то, на чем стоит остановиться отдельно в аниме-сериале. Опет, то бишь опенинги и эндинги. Есть что послушать меломанам. Особым людям понравится простая Сабакасу от Джуди и Мэри. Кто-то оценит спокойную, но местами интенсивную одну-вторую от Кавамото Макото. Третья тема опенинга вообще типичная попсятина конца 90-х. А зовется просто. Кимини Фуреру Даки Де от Курио. Очень просто. Визуально слабенькие второй, третий опенинги, но второй на полшишки мощнее из-за интенсивного отрывка, где под мигание свечи показывают всех Джопонгатана. Первый же такой же простой, как и песня, но кадров для него нарисовали побольше, из-за чего местами смотрится красиво. Эндинги — это уже другой разговор. Визуал — это арты с персонажами, выходящими из затемнения. Но какая же мощная гитара и вокал у первого эндинга. Tactics от The Yellow Monkey звучит куда мощнее опенингов, благодаря чему хочется возвращаться обратно за порцией новой серии. Сама группа играет в стиле пост-классики рока. Звучанием, внешним стилем и визуалом в клипах немного напоминает Rolling Stones. Второй эндинг — Намида Вашитейру от Майо Сузуказы. Сильно проигрывает, так как визуал и сама песня до одури банальные. Сомневаюсь, что тогда можно было удивить покрасом обведенных контуров. Но вот третий эндинг — это лютый вин. В нем есть все. Драйв, энергичный ритм, несмотря на мягкость голоса вокалиста, мощь. А все подкрепляет крутая нарезка из сериала. Редко используется такой прием в аниме, но здесь хорошо сыграла вместе с песней. Она настолько хороша, что ей заменили отмененную песню в пятом эндинге. Не первый раз замечаю TM Revolution в аниме-треках. Heart of Sword Йоаки Майя была одной из его первых работ. Впоследствии он еще напишет драйвовый резонанс для первого опенинга к Soul Eater. Но это уже совсем другая история. Четвертым эндингом на несколько серий стала The Fourth Avenue Cafe. Иронично. От группы Larkin CL. Но ее быстро отозвали Sony из-за проблем с наркотиками у барабанщика группы. Визуал снова из прошлых серий, а на замену снова подставили Heart of Sword. И честно, все еще тащит. Ибо Авеню Кафе звучит так, будто ее Негиси сочинил, но спеть дал другому. Шестым эндингом стала It's Gonna Rain от Bonnie Pink. Тоже простенькая, но не пытающаяся давить грустинку. Она звучит скорее как легкая весенняя хандра во время дождика, после которого выходит солнце. Седьмым идет 1/3 No Junjou No Kanjou от Siam Shade. Звучит бодренько, но без изысков. Визуал — это персонажи на фоне движущихся рельс. Долгий путь, ничего не скажешь. Девятый последний эндинг на фоне зонта демонстрирует рутину и филлерные эпизоды, подводя уже к любовной линии Каору и Кенси. И все это под вписывающуюся Дане от Ю Изуми. В русском варианте, кстати, на всех опенингах и эндингах звучали одни и те же текста. Наши, как всегда, ленятся. История на сериале не закончилась, выходили полнометры приквелы, лайф-экшены и даже спешл, логически завершающие историю. Но имейте в виду, сериал много чего пропустил в манге, потому для полноты картины рекомендую также ознакомиться с оригиналом. Или 100 лайков.
Итог – один из лучших представителей жанра сёнэн конца 90-х. Кенсин лишний раз доказывает, что для настоящего успеха необходимо нарушать правила жанра и двигаться своей дорогой. Были ли идейные продолжатели у бродяги Кенсина, я сказать не могу. Ибо мало представителей жанра сёнэн замечали самурайскую эстетику, отдавая предпочтение концепции Драгонбола, то бишь тренироваться, драться, стать сильнее. Самурайская же тематика чаще принимает эпичный исторический характер. Она редко бывает приземленной. Есть, конечно, Гинтама, которая на одном месте вертела все условности, но это скорее исключение, так как приключения Сакаты Гинтоки ушли в другую степь, издеваясь над тропами всевозможных жанров аниме и играя в Дэдпула по-японски. Я бы еще упомянул скитальцев, но то совсем другой поджанр, о котором я расскажу когда-нибудь потом. На сегодня все, народ, это был Флот. Подпишитесь, ставьте лайк, делитесь с друзьями, не забывайте про комменты, они помогают продвигать видео. А еще я недавно завел телеграм-канал. Там я делюсь интересующими меня новостями о кино, аниме, сериалах и пишу кратенькие рецензии того, что недавно посмотрел. Ну и, разумеется, выкладываю контент. Буду рад любому вашему фидбэку.